С вами канал Факторс, и в сегодняшнем выпуске я покажу вам самого опасного преступника за всю историю. Погнали! Давайте немного разогреемся, перед тем как я расскажу вам про самого опасного преступника в истории. Для начала, думаю, вам будет интересно послушать про Марка Джеффриста, профессионального заключенного из Соединенных Штатов Америки. Ну давайте обо всем по порядку. В 19 лет он оказался за решеткой и превратился в настоящий кошмар для тюремной охраны. Сидел он в одной из самых охраняемых тюрем страны. Именно поэтому он редко видел солнце и очень много времени провел наедине с собой в своей камере. Марк Джеффрист провел за решеткой более 30 лет, и за это время он пытался сбежать 13 раз. Более того, 7 попыток оказались успешными, что уже его делает мастером побегов. Интересна эта история тем, что изначально его приговорили к 4 годам лишения свободы, но из-за частых попыток побега из тюрьмы приговор увеличили до 105 лет. Вернее, сначала он был условно-досрочно освобожден, но 10 дней спустя он был повторно арестован, когда и получил столь гигантский срок. С раннего детства Марка называли гениальным ребенком. Уже до 6 лет он умел разбирать различные устройства и собирать их обратно. Родители делились историями о том, как малыш несколько раз чуть не подорвал себя. Когда Марку исполнилось 19, умер его отец, и в попытках забрать наследство в виде механических инструментов он отправился в заброшенную хижину, не дожидаясь завершения судебного процесса. В результате мальчика вызвала полицию, после чего парень начал убегать, держа в руках пистолет. Как вы понимаете, он не мог остаться ненаказанным. Это привело к заключению Марка в тюрьму сроком на 4 года. Через 2 года он стал планировать первый побег, используя незаурядный ум и творческие способности. Не только Марк Джеффрист может похвастаться таким умом, ловкостью и, в принципе, своими невероятными способностями. Конечно, как по мне, он мог использовать их более правильно. Но что сделано, то сделано. Я к тому, что его история не единственная в своем роде. К примеру, Карл Гугасьян, или, как его еще называют, грабитель банков в пятницу вечером. И получил он статус благодаря тому, что грабил банки только в этот день недели. Какое-то время он должен был самым разыскиваемым серийным грабителем в американской истории. За 30 лет своей деятельности Гугасьян ограбил больше 50 банков в Пенсильвании и близлежащих штатах, а общая сумма награбленного составила свыше $2 миллионов. Первый раз парень оказался за решеткой в 15-летнем возрасте, когда его поймали на попытке ограбить кондитерскую. Только и всего. После освобождения Карл поступил в университет и получил степень бакалавра электротехники. Вскоре он поступил на армейскую службу и переехал в Форт Брэк, где обучился навыкам использования тактического оружия. Со временем Карл Гугасьян стал настоящим мастером в ограблении банков. Все его преступления были тщательно продуманы. Он по несколько часов сидел в библиотеках, изучая топографические карты, схемы улиц и другие необходимые материалы для грамотного планирования предстоящего ограбления. Грабя банки, он врывался в них, надев маску героя из фильма ужасов. Его любимым персонажем был Фредди Крюгер. За пару минут он чистил кассу и быстро уносил ноги, после чего Карл уезжал в лес. Далее он садился на хорошо спрятанный в кустах мотоцикл и ехал на нем до фургона, после чего исчезал окончательно. Но вы можете задать логичный вопрос, откуда мне все это известно. Дело в том, что в один прекрасный день его все-таки поймали и осудили на 17 лет тюремного заключения. Но это ничто по сравнению с историей самого опасного преступника в мире, про которого вы узнаете совсем скоро. За решетку можно попасть не только за ограбление банков, но и за изготовление поддельных денежных знаков, то есть денег, чем и занимался Виктор Баранов. Он получил звание фальшимонетчика советских времен номер 1. До сих пор сотрудники правоохранительных органов считают его гениальным мастером по производству фальшивых денежных купюр. Дело в том, что его деньги были лучше настоящих. В 70-х годах прошлого столетия криминальный талант Баранова и его умение подделывать деньги шокировали специалистов со всего Советского Союза. Незадолго до ареста Баранов работал водителем в Ставропольском крайкоме КПСС, и по долгу службы ему приходилось возить многих партийных функционеров, одним из которых был Михаил Горбачев. Всего Баранов изготовил денежных купюр на общую сумму более 33 тысяч рублей СССР. В переводе на сегодняшние деньги выходит примерно 9 миллионов рублей. Специалисты, поправьте меня в комментариях. После поимки и суда его приговорили к 12 годам лишения свободы. Однако 12 лет это ничто по сравнению с самым длинным тюремным сроком или даже самым суровым наказанием в истории.
Именно это и случилось с американским маньяком Джоном Гейси. В 1975 году Гейси увеличил свой счет жертв с 0 до 33. Тела большинства из них он хранил в своем подвале. В обычной же жизни все знали его как политического активиста, благотворителя и клоуна на детских праздниках. В 1980 году Гейси приговорили к 21 пожизненному сроку и 12 смертным казням. В 1994 году он был казнен с помощью смертельной инъекции. Смертельная инъекция – это смертная казнь, которая представляет из себя введение в организм казневого раствора ядов или сильнодействующих веществ, но на деле же это обычное усыпление. Принцип полного сложения наказаний существует не только в США. С некоторыми ограничениями он действует и в других странах мира. Так, в Книгу рекордов Гиннесса попала мошенница из Таиланда Чамы Тхипьясо. В 1989 году Сунг в Бангкоке приговорил ее и каждого из 7 ее пособников к 141 078 годам лишения свободы. И все это за масштабные махинации при банковских операциях. Самый же длинный тюремный срок получил в 1972 году почтальон из Пальмы де Майорки Габриэль Марч Грандос. Он был приговорен к 384 912 годам тюрьмы и в свою очередь попал в Книгу рекордов Гиннесса. За время работы на почте Грандос уничтожил 42 768 писем. Но почему? Все просто. Потому что не хотел их доставлять. Испанское законодательство предусматривает за умышленную порчу документов наказание в виде 9 лет тюрьмы. Столько Грандосу и дали за каждое письмо, которое он не доставил по адресу. Однако, опять же, согласно местному законодательству, Грандоса должны были отпустить по истечению 40 лет заключения. То есть это должно было произойти в 2012 году. Произошло это или нет, достоверно неизвестно. Однако, каких-либо свежих упоминаний о почтальоне Грандосе обнаружить не удалось. По факту, на сегодняшний день дольше всех провел в тюрьме американец Поль Гейдель. В 17 лет он был приговорен к лишению свободы за убийство при смягчающих обстоятельствах, а освобожден был через 68 лет. Гейдель вышел на свободу в возрасте 85 лет в 1980 году. Натан Леопольд. Еще один преступник с невероятной историей. Родился Натан зимой 1904 года и в детстве был настоящим вундеркиндом. Первые членораздельные слова он произнес уже в 4-месячном возрасте. Когда он стал старше, ему удалось овладеть 5 языками, а уже в 19 парень окончил Чикагский университет с отличием, получив специальность орнитолога. Для тех, кто не знает, это отдел зоологии. Казалось бы, что могло пойти не так? Вместе со своим другом детства, Лебом Натан, он верил в свою принадлежность к сверхлюдям. Будучи воодушевленными своим предназначением, друзья оказались охвачены чувством вседозволенности и начали совершать самые разные преступления, от краж до вандализма. Окрыленные успехами, парни перешли к более серьезным проступкам, таким как поджоги, а потом решились и на убийство. Несмотря на риски, преступники стали планировать идеальные преступления, которые, по их мнению, никто не сможет раскрыть. Они потратили 7 месяцев, продумывая все детали похищения с целью выкупа и убийства молодого человека. Идеального преступления не случилось. Парни наделали кучу ошибок, пытаясь скрыть следы своего деяния. И их вскоре поймали и осудили на пожизненное заключение. История Леопольда уникальна тем, что он внес колоссальный вклад в улучшение условий содержания заключенных в тюрьмах. Он предложил обновить школьную тюремную систему, реорганизовал библиотеку и даже занимался волонтерской деятельностью в тюремной больнице. До самого загадочного, опасного и несдержимого преступника в истории Земли осталось совсем чуть-чуть. Ну а перед этим расскажу вам еще одну невероятную интересную историю. Хуан Дэвид Ортис, бывший агент пограничной службы США, который работал в Ларедо, штат Техас. В 2018 году он был арестован по подозрению в том, что он может быть серийным убийцей. Считалось, что на счету агента Хуана Дэвида Ортиса за 2 недели появилось 4 жертвы в приграничном техасском городе Ларедо. В то время пограничная служба поручила ему помогать в расследовании его же собственных преступлений. Всего за 2 недели до ареста Ортиса следователи обнаружили тело одной из жертв. Когда была найдена вторая жертва со схожими ранениями, это вызвало подозрение, что в округе работает серийный убийца. Затем техасские рейнджеры обратились за помощью к пограничному патрулю, и Ортис, будучи руководителем разведки, был выбран для этой работы. К счастью, третьей потенциальной жертве Ортиса удалось сбежать, и позже она опознала в нем нападавшего. Однако, к тому времени Ортис совершил еще 2 страшных поступка, в результате чего общее число его жертв достигло 4.
самый опасный преступник за всю историю. Его имя, как вы думаете, Алонсо Лопес Педро. Именно так зовут опаснейшего преступника на земле. Я скажу вам больше. Его местонахождение до сих пор неизвестно, но об этом чуть позже. Однако, что же такого он натворил? Серийный убийца, насильник и беглец. Все это про Алонсо Лопес Педро. По меньшей мере, на его счету около 110 жертв. Однако, сам же Лопес утверждал, что в действительности их число больше 300 человек. Педро Алонсо Лопес родился в 1948 году в Колумбии. Кроме Педро, у его матери было еще 12 детей. В возрасте 8 лет мать Педро выгнала его из дома. Конечно, не за просто так. Дело в том, что он издевался над своей сестрой. После этого Лопес тут же попал к маньяку. Лопесу удалось сбежать, и через время его приютила американская пожилая пара. Затем Лопес начал посещать школу для сирот. Однако и здесь Педро стал жертвой жестоких издевательств со стороны учителя. Следующие 6 лет жизни Лопес провел, прося милостыню, совершая мелкие кражи и угоняя автомобили. Достигнув совершеннолетия, Лопес нашел маньяка, который запер его в доме в детстве и жестоко ему отомстил. Суд посчитал издевательство маньяка смягчающим обстоятельством, и Лопес получил всего 8 лет тюрьмы. Всего я говорю, потому что Педро должны были посадить за решетку на целых 16. В тюрьме над ним снова стали издеваться. После того, как его обидчики стали новыми жертвами, издевательства прекратились. Лопес перебрался в Перу, где начал искать новых и новых жертв. Всех их он закапал в одном и том же месте, тем самым облегчив впоследствии задачу следствию и обвинению. Позже Лопес сообщил полиции, что к 1978 году в его списке значилось уже около 100 жертв. Вскоре ему пришлось убегать из Перу, так как, несмотря на отсутствие интереса со стороны полиции, им заинтересовались местные преступные кланы, которых несколько озадачило. Кто-то крадет людей на их же территории. Так Лопес перебрался сначала в Колумбию, а после в Эквадор. Следующими жертвами стали жители Эквадора. Однако, однажды у него все пошло не по плану. Он был пойман после того, как одна из его жертв сбежала и сообщила в полицию. И в этот раз Лопес получил максимальный 16-летний срок. По данным ВВС, Лопес был арестован в 1980 году, но освобожден правительством Эквадора в конце 1998 года. В интервью из тюремной камеры Лопес назвал себя человеком века и сказал, что его выпустили за хорошее поведение. В документальном фильме про него сообщается, что 31 августа 1994 года он был освобожден из эквадорской тюрьмы, затем снова арестован как нелегальный иммигрант и передан властям Колумбии, которые обвинили его в убийстве 20-летней давности. Его признали невменяемым и поместили в психиатрическое отделение больницы Боготы. Однако в 1998 году он был признан вменяемым и освобожден под залог в $50 при соблюдении определенных условий. Позже он скрылся. В том же документальном фильме говорится, что Интерпол выпустил уведомление об повторном розыске колумбийскими властями в связи с новыми жертвами в 2002 году. И в настоящее время, как бы это жутко ни звучало, он разыскивается полицией. По состоянию на 2022 год его местонахождение было неизвестно. Ну а в комментариях напишите, чья история понравилась вам больше. А также, если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.